Уже небо сегодня просто впечатляет. Приехали мы с вами на Ланжерон. Знал раньше градоначальник Одессы Ланжерон, где строить свою летнюю резиденцию. Именно здесь, на Ланжероне, поэтому до сих пор эта набережная носит это название. Всем привет-привет из Одессы. Сегодня у нас необычный день. Дальше все сами увидите. Вот так смотришь со стороны, и такое ощущение, что в Одессе пляжный сезон в самом разгаре. Никогда бы не подумали, что сегодня 6 января. Ой, море сегодня просто чудесное. С 2023 года Украина перешла с григорианского календаря на новоюлианский, поэтому празднование церковных праздников сместилось на 13 дней, если я все правильно говорю и не ошибаюсь. И сегодня в Одессе необычный день, потому что те, кто празднует праздники по новоюлианскому календарю, сегодня у этих людей крещение. Сегодня праздник, и поэтому здесь люди и собрались. Здесь установлен пункт обогрева, и читала, что пункт обогрева еще на 16-й фонтана. Ой, здесь костер дымит. Так, посмотрим, что здесь приготовили для тех, кто купается. Вот парень в шлепках, просто как будто летний сезон. Вижу самое важное: перцовка, вишневка, колгановка. Все, что нужно, чтобы согреть и душу, и тело. Посмотрите, вот здесь вот такой пловчик на обед насыпает. А вот здесь можно согреться. Так, спасательный круг есть для тех, кто захочет понырять поглубже. Вот так выглядит пункт незламности. И мы сейчас с вами заглянем, как здесь можно. Есть. Так всегда интересно наблюдать. Люди делятся на две категории. Такие, как я, тепло одеты, и вот такие вот, как мужчина. А вот и батюшка уже освещает воду в нашем Черном море. Обязательно перед купанием красивым девушкам нужно сфотографироваться. Все шлепки скинул в воду. Температура воды в Черном море у берегов Одессы примерно 6-7 градусов сегодня, поэтому, как вы видите, долго в водичке никто не задерживается. Я как раз только лучше себя начала чувствовать, можно искупаться в море. Говорят, что если искупаться на крещение, то человек не болеет. Знаете, у меня когда-то была однокурсница, она решила испытать судьбу, искупалась, как раз тогда было минус 15. И вы знаете, у нее 2 недели было воспаление легких, поэтому, если вы не закаленные, то вот так сходу, сразу, конечно, даже на крещение желательно не нырять. Знаете, люди разделились, у кого-то сегодня крещение, а у кого-то сегодня святой вечер, а завтра Рождество. Все у всех по-разному, у каждого своя традиция, поэтому, видите, кто-то купается, а кто-то готовит вкусную святую вечерю. В общем, так сегодня живет Одесса. И тех, кто сегодня отмечает крещение, я поздравляю с этим прекрасным праздником, и будьте здоровы, пусть у вас все будет хорошо. И тех, у кого сегодня святой вечер, я тоже поздравляю со святым вечером, желаю здоровья и благополучия. И не ссорьтесь из-за праздников, у каждого свои традиции, кто-то привык по одному, кто-то по-другому, кто-то придерживается одного календаря, кто-то второе. Это не повод для того, чтобы враждовать, пусть каждый празднует как хочет. Все мы люди свободные, и у каждого есть выбор. Так что всех поздравляю в любом случае. Если бы я не знала сегодняшнюю дату, я бы подумала, что весна. Еще раз повторюсь, в Одессе сегодня невероятно тепло. Я надела
зимние такие самые теплые вещи, шапку, куртку. Думала, что я после простуды и замерзну. Но вы знаете, мне так жарко, что уже хочется во что-то переодеться другое. А это только утро. В обед, наверное, вообще будет самая крутая погода. Наши любимые черноморские чаечки. Немножко их ветром сдувает. Сегодня на Немо все равно достаточно мало людей, на пляже больше, а вот здесь гуляет людей поменьше. Тепло у нас будет недолго, в Украину идут морозы до минус 20 градусов. Для нас это страшные морозы, наверное, отключения света будут еще больше, чем были до этого. Вот, но прорвемся, что поделать. Такие морозы в основном будут на севере страны, а в Одессе минус 6, минус 7 обещают, до минус 10, но посмотрим. Вот так, плюсы жизни в Одессе. Пока половину Украины заметает снегом, в Одессе мы кайфуем от крутой погоды и от таких бьющихся волн. Море возле берегов Одессы очистилось, не знаю, куда подевалось это масло, понятно, что последствия еще в море будут долго, и даже иногда проходишь, еще до сих пор чувствуется его запах, но все равно нету уже таких пятен, как были, не знаю, что с ними случилось, либо их унесло, либо они как-то сели на дно, но море выглядит прекрасно, и, конечно, хочется, чтобы оно больше не испытывало последствий войны и всегда было чистым и радовало нас. На Немо работают еще фудкорты, я так понимаю, смотрите, остались столики. Именно в такую погоду много одесситов приезжают отдохнуть, одесситов, жителей города. Сегодня просто вторник, и многие на работе, многие занимаются своими делами. А на выходные, когда такая погода, то, конечно, все стараются приехать отдохнуть. Сейчас я вам покажу силу одесских волн. Вот начало набережной, а вот ее конец аж здесь. И посмотрите, сколько песка, морских камней, ракушек. Это все сюда приносят волны. Так проходишь, и можно камушком получить прям по мозгам. Проходим с вами известный в Одессе отель Немо. Работает он круглый год, и даже сегодня здесь можно увидеть купающихся и отдыхающих, скорее всего, гостей города, возможно, даже и жителей города. Фишка этого отеля: здесь есть открытый бассейн с температурой воды 30 градусов, поэтому, в принципе, в любую погоду здесь купаются желающие, все желающие, которые отдыхают в этом отеле. Комплекс просто огромный. Если в отеле Немо есть день в спа, и вот есть номер телефона, и целый день бассейн на улице 30 плюс 1500 гривен. Ой, и 10 бань здесь есть. Я прям себя некомфортно чувствую в пуховике, когда люди мокрыми в шортах гуляют по набережной. Кажется, что со мной что-то не так, что все такие вокруг закаленные. А я оделась, у меня эта куртка, она рассчитана на минус 30. В Одессе так тепло стало, что дети уже в песке играют игрушками. Все как... Привет! Конечно! Все потискают, а вкусненького ничего нету. Хочу вам сказать, что сегодня, 6 января, намного больше людей, чем в прошлом году. Мы с Ириной в прошлом году были, как-то людей было поменьше, а сегодня, ну, действительно очень и очень много. Вы знаете, люди все сходятся и сходятся, смотрите, с профессиональными камерами многие. Здесь много телеканалов и очень много журналистов, потому что, как я уже сказала, сейчас официальное крещение на государственном уровне – это крещение, которое 6 января, то есть сегодня. Вот так сегодня живет наша прекрасная Одесса. Я всем желаю хорошего дня, праздничного настроения и, конечно же,
Не болейте, будьте нам здоровы. До встречи в следующем видео из Одессы. Пока-пока.